Ты волнуешься даже без причины? Тебе тяжело сосредоточиться. В груди сжатие, в голове хаос. Это не лень и не слабость. Это тревожность. Сегодня разберем, как ее распознать, что делать и почему с ней можно справиться. Смотри до конца, будет не только честно, но и полезно. Что такое тревожность на самом деле? Ты когда-нибудь просыпался с ощущением, что что-то не так, но не можешь понять, что именно? Мысли скачут, сердце бьется чаще, а внутри будто постоянная тревога. Это и есть она. Тревожность не просто переживаешь по мелочам. Это состояние, когда твой организм живет в ожидании опасности, даже если вокруг все спокойно. Как будто внутренний сигнал тревоги срабатывает, без причины. И иногда она бывает полезной. Это наш древний механизм выживания. Мозг хочет защитить нас. Но вот беда, когда тревога включается слишком часто, без повода, без опасности, она разрушает нас изнутри. Ты не можешь уснуть. Ты откладываешь все важное. Ты раздражен, устаешь даже от простых вещей, и все это не слабость. Это сигналы твоего мозга, который бьет в колокол. «Мне страшно, помоги». Самое опасное, мы часто игнорируем эти сигналы, списывая все на стресс или усталость. Но тревожность не уходит сама. Ее нужно распознать, понять и научиться не давать ей управлять собой. Как распознать тревожность? Тревожность, она не всегда выглядит как паническая атака. Иногда она приходит тихо, прячется, маскируется под усталость, раздражение или даже лень. Как ее узнать? Вот ключевые признаки. Физические сигналы. Сердце начинает биться чаще, даже если ты просто лежишь. Ладони потеют. Мышцы напряжены, будто ты только что пробежал марафон. Желудок бурчит, тошнит, болит, хотя ты ничего плохого не ел. Это не совпадение. Это тревога, говорит через тело. Психологические признаки, мысли, которые крутятся по кругу. Страх перед будущим, даже если вроде бы все нормально. Ощущение, что вот-вот случится что-то плохое, и ты не можешь расслабиться ни на минуту. Поведение. Ты откладываешь важные дела, не из лени, а потому что тело блокирует. Ты избегаешь общения, даже с близкими. Постоянно проверяешь телефон, замок на двери, плиту, еще раз и еще. И все равно не чувствуешь, что контроль восстановлен. Важно, тревожность – это не всегда громко. Иногда она просто жжет изнутри, день за днем. Ты улыбаешься, работаешь, живешь, но дыхание короткое, мысли сбиты, и кажется, что ты постоянно в боевой готовности. Если тебе трудно просто выдохнуть, возможно, ты уже давно живешь в тревоге. И чем раньше ты это поймешь, тем скорее ты сможешь начать путь к себе спокойному. Если ты хочешь понять, как именно тебе справиться с тревогой или просто поговорить с человеком, который тебя выслушает и не осудит, запишись на консультацию по ссылке в описании под этим видео. Там все просто. Переходишь по ссылке, выбираешь удобное время, и ты уже сделал первый шаг к себе. И, конечно, подпишись на канал. Здесь практичные советы, честные разговоры и поддержка без осуждения. Ты не один, и ты справишься. Что не работает и только усиливает тревогу? Тебе говорят, ну просто успокойся. Но тревога не выключатель. Это не работает. И ты это знаешь. Ты пробуешь игнорировать, живешь как будто все в порядке, но тревога не уходит, она просто меняет маску. Ты начинаешь работать до изнеможения, загружаешь себя задачами, чтобы не думать. Но ночью тревога возвращается. Только теперь сильнее, потому что ты ее не услышал. Ты изолируешься, не отвечаешь на звонки, избегай людей, думаешь, так будет безопаснее. Но одиночество только усиливает страх. Важно, мозг в тревоге ищет контроль. Он говорит, сделай что-нибудь, найди решение, удержи все. И ты хватаешься за расписание, за людей, за привычки. Но чем больше ты пытаешься все контролировать, тем сильнее тревога контролирует тебя. Иногда, чтобы освободиться, нужно не бороться, а позволить себе почувствовать, остановиться. Признать, да, мне тревожно. Это и будет первый шаг к настоящему облегчению. Что помогает реально? Тревога кажется монстром, но она становится меньше, если знать, что с ней делать. Первое. Назови тревогу. Скажи вслух или мысленно «я сейчас тревожусь». Не мне плохо, не я с ума схожу, а честно и прямо. Это снижает ее власть. Тревога теряет силу, когда становится понятной. Ограничь источники тревоги. Новости без конца?
Чаты, где только негатив и паника. Разговоры, после которых ты чувствуешь себя хуже? Отключи. Убери. Поставь паузу. Ты не обязан переваривать все. Дыши. Да, просто дыши. Но осознанно. Вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7, выдох на 8. Это не магия, это биохимия спокойствия. Метод 4-7-8 дает мозгу сигнал, опасности нет. Можно выдохнуть. Записывай тревожные мысли. Возьми ручку, бумагу и напиши все, что крутится в голове. Без цензуры, без анализа. Просто выплесни, потом перечитай. Ты удивишься, насколько они абсурдны или повторяются. Двигайся, ходи по комнате, сделай растяжку, поставь таймер на уборку. Тревога сжигается в теле. Двигайся, и ты почувствуешь, как она уходит. Режим. Спи. Пытайся. Отдыхай. Это не слабость, это фундамент. Без сна и еды даже самая сильная психика дает трещину. Ты не обязан быть идеальным, но ты можешь быть внимательным к себе. И уже это шаг к свободе. Когда стоит обратиться к специалисту? Иногда тревога, что это не просто плохой день, не просто усталость. И не попей валерьянки. Если тревога мешает тебе жить, не дает спать, разрушает твою работу, отдаляет от друзей и семьи, сопровождается паническими атаками, это уже не просто стресс. Это может быть тревожное расстройство. И с этим можно и нужно работать. Важно, это не диагноз на всю жизнь. Это состояние. И у него есть решение. Психотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия. И иногда медикаменты. Все эти методы – это инструменты, а не приговор. Обратиться за помощью – это не слабость, это зрелость. Это сила, направленная внутрь. Ты не обязан справляться один. Ты не тревожность, ты не свои страхи. Ты не паника. Ты не ком в горле. И точно не дрожь в руках. Ты человек, который учится справляться. И уже этим ты сильнее, чем думаешь. Тревожность может быть рядом, но она не ты. Каждый раз, когда ты замечаешь тревогу и выбираешь действовать, пусть даже медленно, пусть даже со слезами, ты делаешь шаг к свободе. Ты не слабость, ты движение. И это твой путь. Если ты узнал себя в этом видео, знай, ты не один. Миллионы людей каждый день борются с тревожностью, и ты не обязан справляться в одиночку.